Всем привет, друзья, с вами Pixel Devil, и за эту неделю мне снова пришло какое-то гигантское количество писем и посылок. Я, честно говоря, до сих пор не могу осознать, как такое получилось, почему это происходит, но я очень рад, что вам нравится эта программа, так что мы начинаем, какой уже 16-й, 17-й, уже 17-й выпуск почтового четверга программы о ваших письмах и посылках, и о том, как я неправильно читаю названия городов, в которых вы живете. Что интересно, сегодня писем не так уж и много, в основном это будут посылки, но начну я, как всегда, с писем. Значит, первое письмо от Олега из города Кореновск. Ну вот, началось. Или Кареповск. Написано не очень понятно, сори. Очень неудобно всегда, когда я неправильно читаю. Но главное, чтобы ты понял, что это именно твое письмо. Олег рассказывает, как он познакомился с моим каналом. Он набирал в интернете Лего Черепашки-ниндзя и увидел мой ролик. Отлично, оказывается, все это работает. Тоже люблю Человека-паука, люблю программу Brickworm, почтовый четверг. Передай привет Вале, хочу задать вопросы. Какая ваша любимая серия Лего? Ну, конечно же, Лего Марвел, а если быть точнее, то Человек-паук. Просто очень люблю этого героя. Черепашек тоже очень любил, но эта серия закрылась. Вы когда-нибудь были на Кубани? Нет, никогда не был. И вот такой рисунок со мной здесь есть. Следующее письмо из Казахстана от Егора. Уже 13 выпусков почтового четверга мечтаю отправить письмо, и свершилось. Я давно увлекаюсь Лего. С самого детства собираю разные наборы. Сейчас имею 2 набора по Мстителям, много наборов Сити, 3 набора по черепахам. Есть несколько мини-фигурок. Отправляю тебе несколько рисунков, 2 фигурки Лего и браслеты из резинок для Вали. Она мне нравится. Желаю 1 миллион подписчиков, лайков, счастья, любви, радости и, главное, здоровья. Ну ладно, пока. По скриптум письмо писал целый час. Передай, пожалуйста. Привет моему другу Руслану. Руслану привет. Он тоже смотрит твои видео. Еще отправляю тебе наши тенге. Ой, мне снова деньги прислали. Джейк, Финн. Внезапно, Снежный король. Круто. Iron Man. Вот Iron Man прикольно, кстати, нарисован. И даже Эммет. Итак, начну с браслета. Вот такой вот. Дальше давайте смотреть мини-фигурки. Вот в таких красненьких пакетиках все было прислано. Давай, выпадай. Очень круто. Спасибо большое за эльфа и за серфера. Ну и деньги. Деньги. Тенге. Такие маленькие. Забавные монетки. А следующее письмо от Артема из города Благовещенск. Надо признать, что ты очень много времени уделяешь своему каналу. Порой кажется, что слишком много, но надеюсь, что просто кажется. И у тебя остается время хоть на что-то. Ох, на самом деле ты недалек от правды. Честно сказать, мне очень нравится твой контент на твоем канале, особенно Brickworm и новости развлечений. Я, кстати, слышал, что ты смотришь аниме. Ну, не то чтобы смотрю, так посматриваю иногда. И я тебе советую посмотреть такое аниме, как Атака Титанов. Да, слышал о таком. Вторжение гигантов или Паразит учения о жизни. О таком не слышал. Или Иная. В общем, очень много советуют. Или Школа мертвецов. Очень советую глянуть. И, пожалуйста, скажи на камеру, что... И тут вот я не пойму, что написано. Это очень здорово. Что-то вроде аниме «Токийский гуль». А, он просит плохо высказаться об этом аниме. Ой, ну зачем? Зачем так делать? Заранее спасибо, и у меня есть вопрос. Какая твоя любимая группа и какой музыкальный жанр ты предпочитаешь? Какие книги прочел за всю жизнь? Какие сложные вопросы. На самом деле, музыкой давно плотно вот так вот прям не увлекаюсь. Это у многих проходит в подростковом возрасте. И сейчас я слушаю все, что нравится из любых жанров. И, по-моему, это вполне нормально. А что я прочел за всю жизнь? Какие книги? Ну, классику вот в школе заставляли читать. Да разные книги. На самом деле, не так много читаю книг. И не так люблю этот жанр. Ну, не знаю. Уже 100 раз говорил про космическую Одиссею. Вот. Отличный пример того, что мне нравится. Какие комиксы читал и сейчас читаешь? Ну, сейчас читаю «Черепах», «Ongoing Спайдермена» где-то за 70-е года. Читаю «Время приключений», читаю Нила Геймана, Сэндмана. Много чего параллельно читаю так
перескакивая с одного на другого. А также советую присмотреться к серии Ниндзяго, так как серия интересная. Да на самом деле не очень она интересная для меня, честное слово. Как по деталям, так и по сеттингу она больше для младшего поколения подходит. А вообще удачи тебе в жизни, здоровья и хорошего настроения и побольше детей. Ох, спасибо тебе. Нажелал прям на всю жизнь. На самом деле приятно, когда хорошие желают. А также посмотри мультсериал My Little Pony и присоединяйся к нашей великой армии. У нас есть печеньки. Я не люблю печенье. Сори, но я действительно не люблю печенье, так что я очень рад, что ты мне прислал нарисованную пони. И даже вот здесь вот в бумажке наклеечки с пони. Очень маленькие наклеечки с пони. С очень маленькими пони. Но я не буду смотреть My Little Pony, сори. Но я их наклею куда-нибудь. И последнее письмо от Тимофея из Московской области. Поселок Власиха. Видимо, так. Надеюсь, опять не ошибся. Помню, в одном из выпусков почтового четверга тебе прислали зеленого каменного монстра. Я не помню, как точно называется серия тех наборов, но помню, что она была про каких-то шахтеров-искателей. Я решил, что тебе будет интересно собрать всех этих монстров, поэтому шлю желтого монстра. И действительно, в конверте был вот такой вот желтый парень, точно такой же, как мой зеленый. У меня уже их два, спасибо тебе огромное. И еще Тимофей желает мне побольше подписчиков, хорошую партнерку, интересное желание. И говорит, что с радостью смотрит мои выпуски. И здесь в письме есть тоже вот такой вот пиксельный дьявол, дьявол-пиксель скорее. Меня уже пугает их количество в письмах. Ну, правда, всего 2. Пока. Пока! Ну что ж, как я уже говорил, сегодня у меня целая куча посылок. Первая от Анастасии из города Алексин, Тульская область. Очень интересно, что-то тяжелое. Так, мне уже интересно. Привет, меня зовут Настя, пишу из Алексина, это в 2 часах от Москвы. Наверняка, пока ты это читаешь, я наверняка уже подписалась на твой лайв-канал. Спасибо. Видела твой матч по Mortal Kombat X с игроманией, ты супер. Еще раз спасибо, присылаю тебе мелкие плюшки. Передавай привет Вале и всех благ вам. Итак, переходим к содержимому посылки. Здесь вот такие наклеечки, во-первых, из игромании. Дальше вот такая гитара. Не знаю, написано в письме, что коллекционная. Не звучит, но выглядит клево. Так, это что? Вау! Воу, это паук в такой прозрачной штуке. Паук-крестовик. К нему даже, кстати, была инструкция какая-то в письме. Вот это вообще неожиданно, я даже испугался немного. Так, тут еще много всего. Вот такой лемурчик. Вале просили передать, обязательно передам, очень няшный, очень клевый, мне нравится. О, господи, какой-то браслетик. Да, это браслет, очень много всего Вале передают. О, прям украшения целые. Еще наклеечки с котиками. Так, дальше постараюсь показать. Вот такая голова дракона. Вот здесь чуть-чуть, видимо, откололась, пока пересылали. Но ничего, можно закрасить черным, и будет не видно. Хендмейдовая, выглядит очень прикольно. Вот такая вот штука. Сколько всяких приятностей маленьких. И последняя... О, господи. Это какой-то плеер, что ли, даже? Ой, не стоило, честное слово. Честное слово, не стоило, это слишком. И тут еще вопросики есть. Какие у вас есть животные? Но сейчас никаких. Когда-то была киса, может быть, когда-то будет снова. Котики всем нравятся. Когда будет примерно следующая сходка? Ну, пока я даже примерно не знаю, потому что в ближайшее время не планирую. Надо поработать над некоторыми проектами, снять видосов и все такое. Будешь ли ты проходить LEGO Jurassic World The Game? Хочу, планирую, надеюсь. Очень хочу. С уважением, Эшлин. Вдруг Эшлин? Как у тебя сменилось имя за время письма? Ладно, спасибо большое за теплое классное письмо, за кучу всего. Переходим дальше. Очень много прислали вот таких огромных пакетов сегодня. Этот очень легкий, буквально ничего там практически нет. Может быть, там действительно ничего нет, сейчас посмотрим. Кстати, пришло оно от Александра из города Пермь. И Здесь внезапно письмо. Может быть, не было конвертов на почте, но письмо, кстати, очень короткое. Вот такое вот буквально. Привет, это Саша. Я люблю обзоры на Лего и новости, развлечений. Когда ты будешь снимать «Разрушители суеверий», передай привет Вале. Привет, пока, Коля.
Все. Передай Вале привет, пока Коля. Понятно. Это все письмо, собственно, но когда я буду снимать разрушители, я не знаю. И буду ли, честно говоря, не знаю. Все сейчас это очень сложно. И Mortal Kombat X. Переверни листок, я его сам придумал. Вот такой новый боец появится скоро в Mortal Kombat X, потому что его придумал Саша. Все-таки одно письмо закралось в посылке, но ничего страшного. Дальше идет такой же конверт, но уже тяжелый. Внутри, значит, вот такой вот номер игромании за 2014 год, 9 номер. Я искренне думаю, что ты его использовал просто для того, чтобы завернуть все, что лежит внутри, все подарки и письма. Привет, Pixel Devil, мне очень нравится твое творчество. Отправляю браслет с Человеком-пауком, со значком Человека-паука. Есть такой. И рисунок Рафаэля просто с гениальными пропорциями здесь. Он классный, дружелюбный парень. Когда я тебя смотрю, ко мне на колени садится мой кот Барсик, и мы вместе тебя смотрим. Привет, Барсик. Ты классный кот. Спасибо тебе огромное, очень круто, что смотришь мои выпуски, очень рад, что нравятся мои программы, а мы двигаемся дальше. Следующее что-то такое прям сразу мягенькое, как только берешь в руки, сразу чувствуется, что мягенькое. Стерлось немножечко откуда, но скорее всего это Нижний Новгород. А вот тут написано Милеус, оттуда мне что-то уже приходило, от Дмитрия. Ладно, сейчас посмотрим. Итак, мягкая здесь, я так понимаю, это обертка, очень много газеты. Не забудь распаковать внутренний пакет. Хорошо, запомним. Тут глаза прямо на посылке. Со времени самого первого слоя упаковки прошло месяц или полтора, и она постепенно обрастала новыми слоями. Опять хочу пожелать тебе всего самого хорошего, и Сашке большой-большой привет. Если не сложно, пусть в Инстаграм выложит хоть на пару дней. Начал запаковывать в твой день рождения, отправил 15 мая. Я немного запутался с Сашкой, я немного не понял, кто должен что выложить в Инстаграм на пару дней, но я открываю, потому что пришло мне. Если вдруг это кому-то из моих знакомых блогеров, Саши Крапу, или, может быть, ты что-то перепутал, в общем, разберемся на месте. Вопрос только в том, зачем ты решил это дальше запаковывать, если оно месяц уже лежало запакованным. Так, тут написано из города Милеус, даже с ударением отдельное спасибо, Республика Башкортостан. Вот оно что. Не потеряй письмо. Письмо есть. Я на самом деле не совсем понимаю, что происходит. Ты же уже было письмо. Здорово, Коля. В этот раз пишу от руки. Принтер сломался. Посылаю, как и обещал, подарок для Саши. Но все-таки, наверное, для Саши Крапа, моего друга и блогера, и автора программы Мегагерц. Передай ему большой привет и все самые хорошие пожелания. У меня опять несколько вопросов. У Вали любимая игра на NES это Balloon Fight? Не знаю, может быть у нее, как и у меня, нет особенно прям так любимой игры, потому что их слишком много, но она любит эту игру, да. Есть ли шанс того, что вы с Жаром соберетесь и устроите марафон по аркадным черепахам на твоем автомате? Шанс вообще минимальный. Жар сейчас в другой стране и живет там на постоянной основе. Ну и опять хочу пожелать тебе и Вале, и Саше самые хорошие вещи, чтобы все у вас было... Тут потом неприличные слова. Хорошо. Чтобы все у вас было хорошо. Кинематика твердого тела. Ты вырвал, видимо, из тетради по физике эту страницу и написал мне письмо. Это очень круто. Вот это что такое? Это для Саши, я так понимаю. Но было бы нечестно не открыть это и не показать моим зрителям. Всем же интересно, а Саша уже пускай выкладывает в Инстаграм. Правильно? Правильно. Для тех, кто не знает, кто такой Саша, наберите Саша Кроп в Гугле, потому что я потом, когда смонтирую и выложу этот ролик, наверняка забуду поставить куда-нибудь ссылку. Все в скотче. Мы продолжаем докапываться до истины. Я, честное слово, не знаю, зачем ты так это сильно и круто запаковал. Но, распаковав обертку, меня ждет еще одна обертка. Ладно, тут уже все попроще. И это... Да-да-да, да-да. Отлично. Отличная штука. Это главный герой из игры Амагон. Отличный парень, клевый чувак. Саше обязательно передам. Здесь написано Кроп. Наверное, Кроп для многих выглядит именно так. В голове они запоминают этого человека вот таким образом. Очень круто, очень много труда вложено. И, блин, очень смешно, забавно. И посмотрите этот ролик еще раз, он был клевый.
От Жени из города Липецк. Вот такая коробочка, но очень-очень легенькая. Итак, друзья, картон. Картон, картон. Очень много картон. И какие-то мумифицированные абсолютно вещи, замотанные во что-то. И сначала письмо написано. Я подозреваю, что вот это письмо. Здравствуй, Коля, меня зовут Женя. Я люблю твой канал. Особенно Бриквормы. Шлю тебе фигурку Лего и карточки трансформеры. Вопрос, у тебя будет встреча с подписчиками в Липецке? Пока не знаю, даже не знаю, где Липецк находится, надо посмотреть, подумать. Если не тяжело, то пришли мне фигурку песочного человека. У меня у самого-то ее еще нет, мне еще купить надо, а потом сразу тебе присылать, конечно. Ну, придется мне тогда 2 набора покупать, чтобы тебе одного прислать. Я же тоже хочу песочного человека, ты же понимаешь? Я сейчас пытаюсь тем временем отклеить фигурку, которую ты мне прислал. Ты ее очень круто приклеил. Вот такая фигурка из Звездных войн. Спасибо тебе огромное за нее. Очень суровый взгляд у этого мужчины. Спасибо тебе большое за еще одну небольшую кучку деталек и фигурок. Особенно за вот этих ребят. Мне они очень нравились. Очень жалел в свое время, что пропустил эти фигурки и эти наборы. Спасибо. Ну и карточки. Правда, ты почему-то обещал трансформеров, а здесь черепахи. Черепахи это здорово, потому что трансформеров я не собираю. Но черепах у меня тоже уже полно, но спасибо огромное. Вдруг действительно что-то попалось, чего у меня нет. Здесь я не вижу имени, только инициалы, и город очень тяжело прочитать, честное слово, но очень похоже на Нововоронеж. Есть такой город? Серьезно? Круто. В коробке очень маленькая бумажка, на которой написано что-то непонятное. Илюша Шальков. Пока. В общем, я не могу не разобрать ни имени, ничего, написано карандашом, половина стерлась. Давайте смотреть, что в коробке. Я думаю, человек, который это прислал, он понял, что это его посылка. Итак, тут целая коробка супергероев. Всякие человеки железные, человеки-пауки синие, черные, человеки-пауки шестирукие. Есть Доктор Дум, есть Флэш, есть еще Человеки-пауки, больше Человеков-пауков. Есть даже вот такие фигурки, кстати, они довольно прикольные. В моем детстве было много таких вот пацанов. Они вообще были на вес золота, ими обменивались, их все обожали и все такое. Ну, в общем, всякое такое разное. И еще есть вот такая вот штуковина, если честно, страшно открывать. Сейчас попробую, как это делается. Господи Иисусе! Это просто что-то ужасное. Нет. И все это прямо в коробке теперь. Что ж, посылка последняя. Виктор из города Москва присылает вот такую коробку. Внутри что-то есть, бесшумно практически передвигающееся. Главное, чтобы не живое было. Есть вот такая штука в пупырке и письмо. Не подписчик, но смотрю. От нашей коллекции, вашей коллекции в ПЧ-14 сам же сказал, что хорошенькая, старенькая. Даже не знаю, о чем речь, что интересно здесь. Витя 85-го года. Витя, спасибо тебе за письмо. Понятия не имею, что здесь. Но интересно. Итак, здесь что-то действительно очень и очень крутое. Значит, мой первый диск для Sega Saturn. Так, это мой первый диск для Sega Saturn, который у меня, кстати, нет. С какими-то девчонками. Давайте хотя бы посмотрим, что внутри. Вот эта штука, она сразу и обложка, и инструкция. Внутри вот такой вот диск. Ну и все, в принципе. Круто! Спасибо, у меня первый диск для Sega Saturn. Так, дальше, вот это что такое? Stay PC Engine. Господи, это очень круто. Это как минимум выглядит очень круто. Это первый мой диск для PC Engine. Чувак, ты просто прокачиваешь мою коллекцию. Выглядит очень круто, очень красивые картинки. Очень красивый... Оу, вот это вообще огонь. Так, одна обложка офигительней другой. Так, это что у нас? Это тоже PC Engine. И это тоже PC Engine, но это Sailor Moon. Это я узнаю. Тоже очень классные, красивые картинки. Блин, спасибо за все это огромное. Просто не передать словами. Очень круто. Надеюсь, когда-нибудь поиграю во все это на своей приставке. Но как именно диски, как издания какие-то, которые я впервые держу в руках,
какой-то новый формат, это очень круто. Честное слово, блин, выглядит клево, смотрите, какие они няшненькие, вот эти вот беленькие полосочки пластиковые у них. Но это еще не все, есть еще два вот таких картриджа. Это непонятная игра для WonderSwan, тоже моя первая, и Final Fantasy для WonderSwan Color. Вы знаете что? Это очень круто, потому что вот эту штуку, вот сейчас прямо покажу вам, вот эту штуку мне не так давно подарил мой друг. Это WonderSwan, он не цветной, наверное, color-версия игры на нем не пойдет. Но я наконец-то во что-то поиграю на этой штуке, потому что у меня есть эта приставка, эта портативка, но не было ни одной игры для нее. Что, давайте прямо сейчас поиграем. В экранчике отражаюсь я вместе с видеокамерой. Ну, ничего страшного. Вот он, картридж. Нарисованы какие-то роботы, что ли. Ну да, может быть это что-то из гандамовских таких серий. Их много было всяких разных. Так, как это дело вставляется? Похоже, что вот так вот прямо. Картинкой сюда. Вот. Так. Я честное слово, ни разу не играл в WonderSwan. Так, вот она кнопка On-Off. Так. Был классный звук. И где? Прикольная приставка, в нее можно играть вот так вот и вот так вот. Но если игры будут запускаться, они что-то не хотят. Может, надо продуть? Так, загорелся какой-то человечек. О! Продувание работает даже на таких консолях. Так, почему я ничего не вижу? Может быть, где-то есть регуляция подсветки. О! Так, вот он, контраст. Контраст был, естественно, выкручен. Куда-то просто в ад. Так, ладно. Старт. Так, все на японском. Класс. Экранчик такой же жуткий, как у геймбоя. Ладно, давайте промотаем заставку и посмотрим. Геймплей хочу. Так. Давайте, ускоряйтесь. Быстренько побеседовали и в бой. Если здесь вообще есть бой. Все на японском. Да, по-моему, насколько я помню, я сейчас могу ошибаться, без Википедии, конечно, очень сложно, и без интернета в целом. Но приставка-то не выходила нигде за пределами Японии. И кроме как на японском вы не найдете вроде как игр. Но я могу ошибаться. Ну да, это что-то вроде тактикса, видимо. Можно выбирать различные действия и делать всякое разное. Ну, в общем, круто. Еще одна приставка, к которой я могу прикоснуться, посмотреть, пощупать, как это было. Но вот так в эту игру, наверное, играть нельзя, только вот так. Ладно, я что-то делаю, что-то непонятное. В общем, статы. В общем, сложно, все сложно. Попробую запустить игру для WonderSwan Color. Вдруг мне повезет, и эта приставка умеет колоровские игры воспроизводить просто без цвета. Final Fantasy было бы, конечно, попроще поиграть, потому что механика мне знакомая будет, да и игра знакомая сама по себе. Так, я так понял, здесь должна появиться иконка картриджа, когда он понимает, что картридж вставлен. Я заметил ее в последний раз. Во! Вот она. Круто, Бандай появилась. Да ладно, что, работает? Нет? Ну давай. Бандай же появилась, ну. Эх ты, я так на тебя надеялся. Давайте еще разок для верности другой попробуем. А, это Bandai WonderSwan появляется. Понятно, это ж консоль-то от Bandai, небось. Да, вот она. Я просто не очень хорошо знаком с ней, честное слово. Поэтому вместе с вами практически сейчас узнаю много нового. Но нет, видимо, она не запустит. Да, жалко. Но можно купить еще в коллекцию WonderSwan Color. В целом, я бы хотел. Почему бы и нет? Классная штука. Надеюсь, есть все-таки на ней какие-то экшен-игры, где не обязательно знать язык, и можно просто бегать, прыгать и стрелять. Блин, круто. Я сегодня поиграл во что-то новое, совершенно необычное, и что-то, что просто мне было раньше неизвестно и непонятно, как оно вообще работает, как звучит.
Круто. Спасибо тебе, Витя, огромное. Это действительно очень круто. Это действительно что-то очень большое и крутое для моей коллекции. Что-то новое. Благодаря тебе я что-то пощупал и узнал новое о видеоиграх. И это очень круто. За это я тебе очень и очень благодарен. Всех благ тебе, процветанию твоей коллекции. Я так понял, она у тебя тоже есть. И на этом с посылками все. Что ж, друзья, на этом выпуск подошел к концу. Я не знаю, выйдет ли выпуск почтового четверга на следующей неделе, потому что там в конце недели будет много фестивалей видеоблогеров. Я могу просто не успеть все это снять, заработаться, и другие проекты, как правило, они немножко важнее. Новости, Брикворм, и на основном канале хотя бы их бы успеть выпустить. Но ничего страшного, почтовый четверг все еще выходит, он с вами. Уже скоро близимся к 20-му выпуску, это очень круто. Всем пока, до скорого, увидимся, не знаю, на следующей неделе или через 2 недели. Пока! Привет, Pixel Devil, мой брат постоянно смотрит твои выпуски и не пропускает ни одного. Спасибо брату огромное. Спасибо тебе за все твои видео, они очень прикольные, оригинальные. На прошлой неделе у моего брата был день рождения, пожалуйста, поздравь его. С днем рождения!